Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решил выбрать для обсуждения одну из тем, которая я считаю, что, на мой взгляд, такая болезненная, сейчас актуальная и непонятная. Почему непонятно, я вам объясню чуть позже. Но прежде чем начать эту тему, я хочу вам сказать по поводу новости, которая вот буквально недавно была. И новость такая вот, на мой взгляд, очень интересная и подающая надежды. В общем, ладно, это про паром Владивосток, Южная Корея. Дело в том, что 30 июня этого года, буквально совсем недавно, да, спустя 2 года был совершен первый рейс на пароме Южная Корея, Владивосток. Как утверждают власти Южной Кореи, это пробный заезд, такой пробный рейс. Будут они дальше смотреть, что да как. Вроде как в планах возобновить опять это морское сообщение, да, между двумя странами. Я надеюсь, что это случится, потому что не только я, но и многие люди ждут, чтобы этот паром начал работать. Потому что по понятным причинам, да, все мы знаем, что прямые рейсы отменили, воздушные рейсы, да, отменили между Российской Федерацией и Южной Кореей. Конечно, сейчас очень большая проблема встает попасть в Южную Корею. Это через третьи страны нужно ехать, там, со множеством пересадок и так далее. В общем, ну, полный трэш, если выражаясь по-современному, то это действительно так. Я созванивался с городом Владивосток, непосредственно с морским вокзалом, и мне там подтвердили эту информацию, что возможно будет, но точно 100% никто не знает, потому что это будет зависеть целиком и полностью от властей Южной Кореи. Российская Федерация, да, пожалуйста, она всегда готова, она вот хоть, как говорится, с сегодняшнего дня начинаете возить людей, это никаких проблем нет. Но вот Южная Корея, она сейчас в раздумьях таких неких, какие-то непонятные заявления делает, но насколько это будет быстро, никто не знает. Вполне вероятно, что через месяц уже это морское сообщение начнет работать. Будем надеяться, друзья. Надеюсь, что так оно и произойдет. Но, конечно же, будет все дело цена вопроса состоять. Так что будем ждать. Еще одна информация, которую я узнал. Если эта информация действительно так она и есть, подтвердится, я уверен, что через месяц паромное сообщение заработает. Дело в том, что я прочитал в одном источнике, почему начинают возобновлять паромное сообщение. Потому что дело в том, что вот во Владивостоке, ну и вообще там Сахалин брать, да, вот эту сторону все, там живут и работают непосредственно жители Южной Кореи, либо родственники их находятся. И после того, как прекратили все воздушные сообщения с Российской Федерацией, конечно, стало проблематично добираться им. Ну, представьте, да, то ли они тратили буквально там немного времени, чтобы переправить какие-то грузы свои, либо себя переправить, да, либо самим попасть сюда. И, ну, либо они, получается, сейчас будут просто облетать это все дело через какие-то другие страны. Но это, конечно, неприемлемо по их взгляду. Поэтому власти Южной Кореи сейчас хотят пойти на компромисс и возобновить все-таки паромное сообщение. Так что, друзья, будем следить за этим событием. Если что-то будет известно, я обязательно публикую это в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал мой, кто не подписан, и ждите, что будет дальше. Итак, что касаясь болезненной темы. Почему болезненная? Потому что, судя по вашим комментариям, я решил, как говорится, копнуть поглубже и действительно узнать, действительно ли можно попасть на остров Седжудо без кеты, либо, ну, вообще, как каким-то образом можно попасть туда. Для меня эта тема тоже стала интересная, потому что я вижу, что общество, кто интересуется поездкой в Южную Корею, они начинают этот маршрут как-то больше интересоваться. Но я понимаю, на фоне чего? На фоне того, что сейчас кету одобряют не каждому. Из 10 человек 2-3 одобрение приходит, остальным отказ, к сожалению. По какой причине, конечно, ну, никто не знает. И, как я уже ранее говорил, навряд ли мы узнаем 100%, почему приходят отказы от кеты.
Итак, я решил, как говорится, пропахать этот вопрос. Насколько я глубоко пропахал этот вопрос, нашел ответ, судить вам. Я не уверен, конечно, что у меня полностью стопроцентная достоверная информация, но в чем я единственно уверен, это в том, что на остров Чеджудо можно попасть без кеты. Действительно, это так. Да, ну вот те, кто сомневался, сейчас, конечно, наверное, обрадуется. Но радоваться тут преждевременно не стоит. Объясню почему. Потому что на остров Чеджудо, вот конкретно из России, в принципе, попасть не так-то просто. Потому что прямых сообщений, авиасообщений нет. Это через 3-4 страны надо лететь туда, как-то попадать. Ну и я еще хочу сделать акцент о том, что на остров Чеджудо без кеты это в большей степени по турпутевке попадают. Что это значит? Это вам нужно обращаться в турагентство, оформлять это как турпутевку, собирается какая-то команда, да, ну, группа людей, и только после этого группу людей везут на этот остров Чеджудо без каких-либо заполнений кеты и так далее. Хотя, опять же, здесь я не могу сказать на 100%, что это будет во всех турагентствах. Потому что, мониторив именно турагентства, я натолкнулся на несколько турагентств, где они, в свою же очередь, тоже заставляли подавать на кето при поездке на остров Чеджудо. Ну, вот да, вот так. Поэтому, знаете, здесь на самом деле такой небольшой сумбур получается, непонятно. Одни говорят так, вторые говорят так, третьи говорят так. Но информация, что можно поехать самим туда, на этот остров, и без всяких заполнений кет, это не 100%. Поэтому, друзья мои, если вы все-таки как-то продумываете этот маршрут, или у вас в мыслях, что вот можно через остров Чеджудо как-то туда заехать, я вам хочу сказать, что вам нужно просто узнавать наверняка, чтобы не получилось так, чтобы вы прилетели в какую-то третью страну. Ну, не знаю, к примеру, вы решите полететь через Таиланд или там через Сингапур, либо через Китай, и просто там, в третьей стране, вас могут не допустить на рейс. Дай бог, потому что они скажут: дружище, ты летишь без турпутевки, давай сюда кету, либо лети обратно домой. Но это может так 100% произойти. Поэтому этот маршрут Чеджудо, через Чеджудо, ну, я не знаю, друзья. Лично по мне так вообще, может быть, дождаться, когда вообще эту кету отменят. Или все-таки как-то пробовать эту кету проработать, ну, может быть, еще раз подавать. Возможно, там, ну, на третий раз вам дадут. Я не знаю. Единственное, я никогда не устану повторять, я буду всегда повторять вот в подобных видео своих, что в Южную Корею не так просто попасть. И всегда было так. Поэтому, друзья, продумывайте обязательно свои действия и вообще, если вы хотите туда попасть. Потому что я вижу, что в комментариях очень много идет обсуждений. Кто-то говорит: да, там можно без кеты заехать на остров Чеджудо и оттуда попасть. Хорошо, давайте разберем с вами вот такую ситуацию. Без кеты вы все-таки решились поехать туда. Ну, через какую-то третью страну вы туда попадаете все-таки. Попадаете. Но повезло вам, да? Повезло. Вы прилетели там на остров Чеджудо. И что дальше? Вот ваши действия какие будут? Вы поплывете, арендуете лодку, поплывете именно на сам континент, ну, вот на полуостров Южной Кореи. Ну, я сомневаюсь, на самолет вас не пустят. На местные рейсы вас не пустят. Поэтому я просто к чему это веду? Я просто веду к тому, что многие думают, что это все легко. На самом деле это нелегко и нереально практически. Вы потеряете очень много денег. Потому что мне многие писали в комментариях, что вот, потратил 3, 4, 5 тысяч долларов, приехал, меня развернули, и все, и мне пришлось обратно возвращаться. И в итоге я сейчас дома сижу с долгами. Это есть на самом деле так. Поэтому, друзья мои, вот, думайте, остров Чеджудо – это отдельная тема, это конкретно 100% для туризма идет. Если вы как турист, без проблем езжайте, можно поехать. Но опять же, цена вопроса. Вот и все. Здесь никаких нет ограничений, так скажем, в этом плане.
Хочу еще поделиться информацией. Если вы все-таки, ну давайте так, если все-таки вы хотите поехать как турист туда, на этот остров Чеджудо, ну я не знаю, может быть просто хотите отдохнуть там, такое тоже возможно, почему нет? Остров Чеджудо замечательное место, очень красивое место для туризма. Если вы хотите все-таки туда поехать, каким образом туда можно попасть? Туда можно попасть из России, как я говорил, через третьи страны. Прямые рейсы, которые через третьи страны туда летят, это азиатские страны, ближайшие к Южной Корее и непосредственно к острову. Какие это страны? Это Таиланд, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, ну и вот все страны, которые находятся рядышком. Я полный список, через какие страны можно попасть вот на сам остров, я опубликую в описании под этим видео. Кому интересно, можете посмотреть. И плюсом к этому хочу сказать, через эти страны можно пролетать туда безвизово. То есть вы, наверное, помните, что есть страны, которые, или знаете, есть страны, через которые нужно лететь, и неважно, транзитом ты или нет, нужно оформлять визу. Есть такие страны, действительно. А вот эти страны как раз-таки для россиян, они безвизово идут, поэтому вы можете спокойно лететь туда, на этот остров Чеджудо, через эти страны, не боясь, что нужно оформлять визу. Кому интересно, этот список будет в описании под этим видео. Заходите, смотрите, знакомьтесь, ну, и так далее. Какую-то подробную информацию вообще, в принципе, об острове, вообще как, что, вы можете найти в интернете в свободном доступе. Просто загуглите, либо в Яндексе, неважно в каком поисковике, вбивайте интересующие вопросы, как доехать до острова Чеджудо, на чем, через какие страны, все выдаст интернет. Если вы дружите с интернетом, беспроблемно он вам поможет. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что данное видео было вам полезно. Я все-таки как-то постарался для вас найти более актуальной информации. И я надеюсь, я ответил на вопросы, которые мне задают и в телеграм-канале, и в описании под моими видео, что кета все-таки она нужна, если вы хотите туда попасть. Вообще, я хочу еще сказать, что Южная Корея стремится наладить какую-то рабочую систему, рабочие визы, поэтому я думаю, что в ближайшее время будет налаживаться процедура выдачи виз, упрощаться, для того, чтобы человек мог поехать, любой человек мог поехать в Южную Корею работать официально, легально. Поэтому, ну, тут, конечно, нужно только подождать и надеяться, что оно так и будет. Но они заинтересованы, я вас уверяю, потому что Южная Корея сейчас идет нехватка рабочих сил, особенно на сезонной работе. Поэтому, друзья, ждите. Ну, и не нужно вот таких резких движений делать, не проверив информацию. Это не нужно делать. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все как всегда. Подписывайтесь на телеграм-канал мой. Там стараюсь опубликовывать актуальные новости о Южной Корее. Ну и не только о Южной Корее. Увидимся в следующих видео. Всем мирного неба над головой. Пока.